Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале World of Money Мир Банкнот. С вами я, Артур. После большой паузы у меня вновь очередное пополнение. Получил вот такое письмо. Оно пришло из Армении с такими вот марками. Ну и давайте вскроем его и посмотрим, чем же пополнилась моя коллекция на этот раз. И вот она, моя банкнота. Сейчас я откреплю ее от всех скотчей. Итак, ну естественно, что из Армении пришла мне банкнота Армении. 1000 драм 1999 года. Банкнота второй серии, совершенно новым дизайном и новыми элементами защиты. Напомню, что первая серия армянских банкнот была выпущена 22 ноября 1993 года. Выпуск второй серии состоялся 23 ноября 1998 года и продолжался по сентябрь 2000 года. 6 номиналов было выпущено в этом выпуске. Первыми были выпущены номиналы 50 и 100 драм. Номиналы 1000 и 20 тысяч драм были выпущены 1 марта 1999 года. Далее 1 июля 2000 года был выпущен номинал 5000 драм, и 1 сентября этого же года был выпущен номинал в 500 драм. Вот такая последовательность номиналов была в этом выпуске. Потом были выпуски памятных и модернизированных банкнот. Я хочу остановиться на номинале 1000 драм и рассказать о типах и разновидностях. Всего типов было 4. Первый тип – банкнота 1000 драм 1999 года, которую я сегодня получил. Выпуск 1998-99 годов. По каталогу Пика определена под номером 45, не имеет разновидностей. Но есть серия замещения с серийным номером, начинающимся с 9. Подписи управляющего банком Сарксяна и министра финансов Сандаяна с серийным префиксом D. Отпечатано в Англии типографией Делару. Второй тип – 1000 драм 2001 года. Выпуск 2001-2009 годов. По каталогу Пика определена под номером 50, имеет 2 разновидности. А. Подписи Сарксян Хачатрян, префикс L, отпечатано в австрийской типографии Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck. Выпущено в обращение 1 июля 2002 года. И разновидность Б, префикс Т, немецкая типография Гезике и Девриент. Выпущена в 2004-2005 годах и есть серия замещения с серийным номером, начинающимся с 9. Третий тип. 1000 драм 2011 года, выпуск 2011-2012 годов. По каталогу Пика Краузе определена под номером 55, разновидностей не имеет по этому каталогу, но есть серия замещения с серийным номером, также начинающимся с 9. Подписи Джавадян Давтян с серийным префиксом АА. Выпущено 30 сентября 2011 года. Отпечатано в нидерландской типографии.
И последний, четвертый тип, 1000 драм 2015 года. Выпуск 2015 года по каталогу Пика имеет номер 59, также без разновидностей, но есть серия замещения с серийным номером, начинающимся с девятки. Подписи Джавадян Хачатрян с серийным префиксом АБ. Выпущена 26 ноября 2015 года. Отпечатана также в Нидерландах той же типографией. Из всех типов мне не доставала банкнота первого типа, самого первого выпуска, и благодаря этому пополнению теперь они все представлены в моей коллекции. Но, правда, без замещенных серий. Итак, вернемся к самой банкноте. Состояние банкноты uncirculated. Основные цвета: зеленый, голубой, розовый. Лицевая сторона. Портрет армянского поэта, прозаика и переводчика, классика армянской литературы Егише Чаренца, годы жизни 1897-1937, на фоне стилизованного изображения горы Арарат, перед которой текст на армянском в 2 строки. Здесь приведена первая строка, одна из самых ярких строк из его стихотворений. В переводе они звучат так. Я привкус солнца в языке Армении родной люблю. Тексты и микротексты на армянском. Обозначение номинала, 8-значный серийный номер, горизонтально и вертикально. Совмещающиеся изображения с микротекстом 1000 АМД. Метка для слабовидящих, подписи и год. Единственная надпись на английском. Центральный банк Республики Армения. Скрытое изображение, овальный орнамент на лицевой стороне банкноты, в котором изображена арка Чаренца. Памятник, возведенный в 1957 году, находится на высоте 1500 метров над уровнем моря. На камнях арки можно увидеть выгравированные строки стихов поэта Чаренца. Отсюда открывается потрясающий вид на великую библейскую гору Арарат. Если держать банкноту на уровне глаз и менять угол зрения, появляется номинал банкноты в цифрах. Имеется многотоновый водяной знак, отображающий портрет лица, изображенного на банкноте, и номинал. Банкнота содержит 2 защитные нити. Нить, полностью внедренная в бумагу, которая видна только на просвет, и ныряющая нить, которая на оборотной стороне банкноты видна в виде прерывающейся полоски, а на просвет в виде сплошной нити с микротекстом АМД, и номинал банкноты в цифрах. Оборотная сторона. Здание правительства Республики Армения 1918 года. Здание было построено в 1905 году. С этого года и по 1917 года это здание служило официальной резиденцией губернатора Ереванской губернии. В 1918-1920 годах в этом здании уже действовало правительство Первой Республики Армения. Здание стоит и по сей день. Оно расположено на одной из центральных улиц Еревана. Сейчас в нем размещается офис коммерческого банка и сеть ресторанов «Ташир Пицца». На фоне здания изображен фаэтон, запряженный лошадьми. Легкая 4-колесная конная повозка на рессорах с откидным верхом, запрягаемая одной парой или 4 лошадей. Фаэтон был очень популярен в Армении в конце 19-го, начале 20 века. Также видим тексты, микротексты на армянском. Есть текст на английском, обозначающий Центральный банк Республики Армения. Обозначение номинала, совмещающееся изображение с микротекстом 1000 АМД, ныряющая защитная нить. Способом глубокой печати напечатаны некоторые части лицевой стороны банкноты, в частности числа и слова, обозначающие номинал, портрет, метки для слабовидящих. Печать имеет приподнятую поверхность и чувствуется на ощупь. Материал банкноты. Субстрат. Высококачественная 100% хлопковая бумага. Размер банкноты 136 на 72 мм. Банкнота, как я уже говорил, отпечатана в английской типографии Делару. В каталоге Пика Краузе имеет номер 45. А сейчас давайте посмотрим ультрафиолетовые метки банкноты. Банкнота этого типа и по сей день находится в обращении, несмотря на то, что в 2018 году была введена новая серия банкнот из композитного материала, сочетающего прочность полимера с бумажной печатью.
Средняя цена банкноты в состоянии uncirculated на российских торговых площадках колеблется от 2 до 3,5 тысячи рублей. Такое, друзья, было у меня сегодня пополнение. На этом этот обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте оценку этому выпуску, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых выпусков. Всем желаю здоровья, добра, мира и успешных пополнений. До новых встреч!